Здравствуйте, мои дорогие человеки! Вы находитесь на канале Игры Человеков. И сегодня я отвечу на очередной достаточно популярный вопрос. Где взять энергию? Сложно? Сложно, но только на первый взгляд. И у нас, как всегда, простой, хороший ответ. И, соответственно, решение вопроса такое же простое. А я напомню вам, там, где просто, там ангелов поста, а там, где мудрено, там ни одного. Очень часто я читаю, слышу в видеороликах, что энергию нам приносит все то, что находится вокруг нас. Питаться можно от солнышка, от своих близких, от деревьев, от камней, от дивана, от подушки, от стен, от потолка и так далее. Но давайте все-таки вспомним, что мы с вами не вампиры, и питаться от окружающей действительности, непорядочно, что ли. Давайте сделаем иначе. Мы просто вспомним обыкновенный двигатель. А самое простое, что мы можем вспомнить, это велосипед. Крути педали, колеса крутятся. Быстро крутишь, они сильнее крутятся. Это относится и к психологии, и это также относится и к физиологии. Неважно, чем ты занимаешься, мой друг. Неважно. Но очень важно, чтобы ты чем-то занимался. К примеру, нет энергии, нет сил. Все надоело. Руки опускаются, смотреть по сторонам не могу. Сейчас скоро вот окочурюсь. Бывают такие нехорошие мысли? Бывают. У каждого бывают. Я тебе скажу очень-очень простое упражнение. Только ты мне пообещай его выполнять. Итак, если имеется нехватка энергии, то знай, это цепная реакция. Потому что это как магнит. Одно притягивает другое. Если у тебя нехватка энергии, это не от того, что ты загнался как лошадь. Поверь мне, это от того, что в какой-то момент ты руки опустил, твое эго приняло это, ему это понравилось, да? Потому что мы помним, что единственная цель нашего эго – это выживание. И раз нам ничего не грозит, руки опущены, мы сидим себе спокойно в углу, эго довольно. Оно выполнило свою функцию, по сути. В чем его винить? Но в продолжении всего этого начинается прокрастинация. А это, ай, как нехорошо, ай, как неприятно, ай, как плохо, ай, как от этого не хватает денег. Тебе это не нравится, мне это тоже не нравится. Поэтому в те моменты, когда опускаются руки, когда ничего не хочется, когда ощущение загнанности, просто что-то сделай. Возьми прямо на месте, присядь 5 раз. Мало? Присядь 10, 15. Сделай так, чтобы кровь в твоем организме, да, мы здесь пройдем через физику, начала функционировать, начала гонять. А психология подтянется за физиологией. Очень простой момент. Да, я прекрасно понимаю, что не всегда можно вот так вот раз и начать присаживаться вот в магазине. Или там прыгнуть в пол, упор лежа и начать отжиматься. Бегать по магазину, чтобы кровь разогнать. Да, не всегда это удобно. Сделай физиологическое напряжение в своем организме. Хорошо.
Если ты просто сидишь в каком-то общественном месте, в кинотеатре, и тебе прям, ну, совсем вообще прям ничего не хочется, напряги какие-нибудь мышцы. Да? Напряги мышцы рук, напряги мышцы ног, напряги какие-нибудь мышцы, которые придут тебе в голову. Поиграйся этими мышцами. Они все равно есть, и не надо мне здесь говорить, что их нету. Они есть. Соответственно, при напряжении мышцы по мышце идет кровь. А кровь это бензин, это топливо нашего организма. Оно двигается, это вода, это жидкость. Вперед пошло. И теперь смотри, какая интересная цепная реакция происходит. Мозг, эго, да? Он сразу в моменте схватывает, что что-то не так. Началась какая-то движуха. Сразу-то он может и не понимать, что ты играешься с мышцами. Он что может подумать на своих там нейронных связях? Мы бежим от льва, от медведя. У нас что-то случилось. Нам надо спасаться. И он включается. А когда этот товарищ включается вся машина. И достаточно быстро ты можешь сам это заметить. Руки перестают опускаться, появляется откуда-то энергия, и ты понимаешь, что помимо того, что ты сейчас сделал, ты сам внутри хочешь делать чего-то еще. Ты не просто хочешь бежать, ты хочешь бежать быстрее. Ты хочешь бежать еще. И долго. Потом ты захочешь отжиматься, потом приседать ты захочешь, потом ты захочешь подпрыгивать. Да, это закончится. Минут через 5-6, когда мозг поймет, ага, нас накалывают. Но нам-то не нужно 2 часа бегать, прыгать и скакать. Нам нужно включить систему, чтобы эта система далее по инерции начала работать на нас, чтобы руки перестали опускаться и появилась хоть капелька энергии, а там уже по цепочке, да, вот как вот мы вниз спустились, так мы вверх и поднимемся. Потому что ты будешь делать больше. Я не говорю каждый день, я говорю в секундах сейчас считай. И у тебя появится какой-то задор, какая-то искра, какая-то энергия. И неважно на что ты ее будешь тратить. Может быть, ты убираться начнешь, подметать, побежишь посуду мыть, просто пойдешь в душ холодный просто для того, чтобы взбодриться. Может быть, позвонишь кому-нибудь, может быть, начнешь о чем-то разговаривать. Я не знаю, у всех по-разному, но я знаю точно, этот способ хороший. Ты включаешь свою психику через физику, через физиологию. Ты начинаешь делать какие-то движения, у тебя организм автоматом это все подхватывает, и ты дальше начинаешь разгоняться. Не обязательно приседать, как я уже сказал. Не обязательно прыгать, скакать или бегать. Можно танцевать. Можно смешно танцевать двумя пальцами на столе. Пожалуйста. Но тебе нужно это делать. То есть, видишь, как только появляется какая-то прокрастинация, и когда руки опускаются, и ничего не хочется делать, не понимаешь смысла, чего делать, не надо дальше углубляться в себя в поисках каких-либо-то там смыслов, идей, воззрений, еще чего-то. Не надо. Не надо этого делать. Не все ответы, за которыми мы гонимся, нам нужны. Здесь нам нужна энергия. И я тебе подсказал сейчас, как эту энергию получить. Она есть внутри тебя. Просто ты загнал ее далеко в угол.
Ну так вытащи ее. Помани ее пальчиком, скажи: иди сюда, куда ты спряталась. Давай двигаться, у нас еще много дел, причем много интересных дел. Смотри, какой задор, смотри, сколько энергии. Мы вообще летать можем. Мы вообще все можем. Вперед, вперед, вперед. Все достаточно просто, как я и говорил. Подписывайся на этот канал «Игры человеков». Отправляй это видео своим друзьям, оставь пару комментариев. И все. Дальше мы с тобой встретимся в других уже видео с такими же хорошими советами.